Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 31 декабря. Давайте узнаем, последняя декада года, не то что месяца. Что идет на ваш порог, что идет в вашу жизнь, что случится, произойдет. И у нас сегодня две колоды по традиции. Первая колода – это Таро Евы. Мы на ней достанем 3 знака судьбы, 3 карты, но без вопроса. Потоковая информация. Давайте узнаем, что вам, по мнению карт, да, как подсказка, на чем делают акцент карты. А вы переложите, вы люди интуитивные, переложите на значение метафоры по карте, вот вашу какую-то, может быть, цель в жизни или тему, которой вы сейчас занимаетесь. Тут у каждого свое. Какую подсказку вам дает карта. А я вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю все ссылки в описании под видео. У меня есть там статьи, как и «Кармический декабрь». Это не просто статья. Это такие кармические уроки или те задачи, которые будут важны на 2026. Вот прочитайте. Есть и коридор возможностей на 2026 год. Вот все ссылки в описании, повторяюсь. А также ссылка на телеграм-канал, который я создала. И я там контент весь мой, все то, что касается моего творчества, это и 3 YouTube-канала, но также и ссылки на сайт, на статьи, на новые. Вот переходите, может быть, кому-то удобнее именно в одном месте. Итак, 3 знака судьбы. Что вам хотят сказать карты? Что вам нужно услышать или важно знать? Или обдумать? Третий знак судьбы. И давайте перемешаем. На второй колоде это у нас колода ведьмочек. Так что же там случится у вас? Что произойдет? В последнюю декаду года, мои дорогие, какое там может быть важное событие, ключевое какое-то событие, с чем будет связано? Неожиданности. Ну, может быть, и информация какая-то к до вас доходит или вас находит, может быть, и так, или ваше собственное решение, может быть, и неожиданное событие. Третья карта у нас будет называться «Что вас будет радовать?». И по основным сферам жизни. Что ждет? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Что ждет или чего ждать по финансам? Сфера финансов. И сфера ваших достижений тоже. Что вас ждет? Итак, первый знак судьбы. Четверка пентаклей. Карта жадины, мы еще называем ее, да, но может быть мы пока не знаем, она первая. Тут, понимаете, есть в этой карте подсказка: будь аккуратен с финансами, безусловно. Ну, уже буквально не до такой степени, когда мы, ну вот как этот молодой человек, обнял, обхватил, никому не дам, да? Ну, может быть, никому не дать-то и нужно. У кого-то ведь и так, потому что вы многим могли помогать, к примеру. А тут наступает время позаботиться о самом себе или самой себе. Но вы, наверное, вот какая-то, может быть, даже прижимистость в тратах, да, которая такая рационально обоснованная. Тем не менее, она не должна перейти на ту сферу, которая для вас очень важна. Может быть, это и вы где-то чувствуете, тут ведь мы все разные, что именно теперь настал тот момент, когда, ну, нет, соответственно, там ваши планы, да, когда вы уже что-то просчитываете, может быть, наперед, и понимаете, тогда эта карта как раз с плюсом будет говорить, что для того, чтобы ты осуществил какой-то проект, тебе вскоре эти деньги понадобятся. Но вообще сама по себе карта статики. Это где-то уверенность, якорь. Поэтому это то, что нам нравится. Или когда стабильный период, мои дорогие, последние декады. Вот об этом тоже может говорить карта. Все идет своим чередом. Ну, может быть, вы даже где-то более прижимисты в тратах, но, скорее всего, это сделать необходимо. Вот я вижу больше так. Ну, давайте второй знак откроем. Может быть, кто-то и хотел бы так гульнуть, скажем, да, или какие-то подарки сделать, такие вау. Обстоятельства говорят, что, ну нет, как-то нужно знаки внимания, и в конце концов в нашей жизни не только слово «цена» присутствует, и ценности. И двойка свечей – это, знаете, какие-то наши планы. Вот, видимо, ваши планы вы уже строите, может быть, вы с чем-то определяетесь. И не хочется, знаете, как из нуля в рогожечку по этой карте. Вот, правда, тут для многих из вас вот это какая-то прижимистость, это, знаете, ну, это рачительный хозяин. А что плохого?
а потому что вот есть какая-то ваша задумка. По двойке свечей это, в принципе, может быть, вас что-то не устраивает, потому что это как 2 жезла, да, вот словно есть один и второй, и, может быть, словно мы, вот в этих рамках какое-то время находились, а теперь хочется уже как бы выйти из этого круга, да, каких-то понятных или уже привычных, а может и надоевших, как шаблоны какие-то. Вам хочется что-то переделать. Может быть, для кого-то из вас это действительно дела, нам тут буквально любовь, да, как будто через улицу, тем не менее. Может быть, это есть планы вашей паре, почему нет? И неважно, человек семейный или просто вы встречаетесь, но для того, чтобы эти планы осуществились, вот где-то упирается в решение финансового вопроса. Но вообще 2 гармоничные карты: двойка свечей и четверка пентаклей. Тут уже идет обдумывание каких-то будущих проектов, но вы пока не приступаете. Но я должна сказать, что в эту десятидневку тут точно ни к чему и лучше не приступать. Тут хорошо что-то завершать. Как будто, ну, может быть, даже по части финансов такую ревизию проводить и думать, куда я трачу деньги. Вот это самое время, кстати. Потому как, ну, опять же, у кого-то может быть как задача или идея, может быть, ваш инсайт. И вы понимаете, что, ну, например, курсы нужно будет оплатить. Или для того, чтобы осуществить ваше намерение, может быть, поехать куда-то. Тут тоже денежные ресурсы понадобятся. И вы что-то будете просчитывать. Но сам период, он достаточно гармоничный. Ну, наверное, на то и маг, правда? Вот как раз для мага нет ничего невозможного. Маг– великий практик. Это ни разу не про магию, мои дорогие. Это именно про практику. Но магами ведь не рождаются, ими становятся. И становятся после сложных достаточно ситуаций жизненных, когда мы себя узнаем ровно так, как должно. И раньше мы могли сомневаться, думать, что да нет, это у меня не получится, это вот кому-то повезло больше, или кто-то более сообразительный, может быть, да, или хитрый, изворотливый, там еще какой-то. А тут мы понимаем, да нет, тут явно есть какая-то заминка или заноза в мне самом. Вот маг, он по части этого как раз все это нивелирует, сводит к нулю, потому что это уже осознание, что стоит мне захотеть и правильно просчитать, и у меня все получится. Опять же, практика, критерий истины, практика. Может быть, и вы, кстати, сталкиваетесь с такими людьми, которых мы называем искусствой, манипулятор, да, ну, такое тоже я не исключаю. Но и вы-то вы сами тоже в таких же энергиях. Для вас нет ничего невозможного. Может быть, сейчас вот именно необходим вот этот стабилизационный какой-то период для того, чтобы в такой спокойной, гармоничной все-таки обстановке продумать какие-то ваши дальнейшие планы. Шикарные карты на самом деле. И у вас ведь правда все получится. Главное, может быть, тезис-план составить и, как по магу, уметь или быть готовым, как минимум, корректировать эти планы в зависимости от обстановки или от того, что, ну, вот какая, может быть, ситуация или какие ваши ресурсы, как идут в ваши руки, с чем вы как раз и можете провзаимодействовать или с кем. Давайте мы посмотрим. Но тут вот свечи– это как жезлы, мои дорогие. И жезлы– это дела, работа, учеба, бизнес. То есть это какие-то конкретные задачи, да? Или откуда к нам приходят вот эти самые гроши. Вот они, эти 4 пентакля. И тут, правда, есть какая-то тема, о которой нужно задуматься. Так что же там происходит? Что случится? Ключевое событие. Ключевым событием может быть как какая-то информация. Может быть, прежде был один план, а тут придется корректировать. Может быть, это связано с каким-то человеком, мои дорогие. И уже была одна какая-то стезя, а тут, вы понимаете, получается коррекция, потому что туз жезлов всегда, знаете, как, ну, такой пункт в нашей жизни, когда мы понимаем, что прежний этап закончился, и вот теперь настало время нам принять какое-то важное событие, вот ключевое действительно событие. И у кого-то это будет с вашим важным каким-то решением, таким однозначным связано, а у кого-то это будет с какой-то важной информацией, которая тоже как побудительный мотив может быть для вас. Давайте посмотрим, что же там в неожиданностях. Четверка кубков– это всегда, знаете, такая карта
Ну, грустная депрессия, да, мы часто говорим, когда мы подзастряли, что-то мы видели в одном свете или представляли, да, что вот дела, вопросы будут развиваться вот именно в таком ключе. Нет. А тут именно какая-то ситуация, вот все то, что я сказала. И вы понимаете, вот тут самое главное, это может быть как неожиданная информация или ключевое событие. Может быть, это связано все-таки с взаимодействием с кем-либо или с чем-либо. Или вот существует какой-то момент, пункт, когда мы понимаем, что нам сейчас нужно, все-таки 4 пентакля это у нас первая карта, вам нужно свою стратегию финансовую, может быть, и изменить. Потому что четверка, да, 2 четверки. Четверка это, знаете, вот как есть, так и есть. И без наших каких-то усилий или без нашего, может быть, это не столько усилия, а физические или какие-то даже интеллектуальные. А нет, вот тут надо решить и решиться одновременно. Вот может быть, да, это неожиданная какая-то информация, которая вас заставляет перестроиться, а мы к этому не готовы. И поначалу, словно мы смотрим в эти 3 пустые кубка и думаем: "Да елки-палки, как такое могло быть?" Или: "Ну почему вот там, допустим, какой-то человек, вроде были договоренности, ну, может быть, это объективная какая-то причина, ведь я такое допускаю. Мы сейчас с вами живем в такое время, когда ретро-уран, да еще в Тельце. Это вот как раз все вопросы нашего благополучия. Это дом, это финансы, это где-то если работа, то тогда а, такая продуктивная работа, которая нам приносит вот этот вот финансовый эквивалент, где мы зарабатываем, да. И у человека могли у какого-то поменяться планы, может быть, да. А вы-то уже там что-то себе насчитали, просчитали, уже какой-то себе график составили. Вот явно тут какие-то графики свои вы будете корректировать. Но что вас будет радовать? Вот посмотрите, 2 туза. Я бы сказала, деловая сфера или ваше какое-то однозначное решение. Чем вы будете заниматься, что вы будете продолжать. И, может быть, действительно карта мага. Магами не рождаются, ими становятся. Вот какая-то демаркационная линия у вас должна быть проведена, словно между прошлым и будущим. Потому что туз мечей – это выход из лабиринта. Вот это будет вас радовать, какая-то путаница закончится. Я такое могу вполне предположить, что это информация, которую вы находите сами. Может быть, это чье-то даже предложение, вот в неожиданностях. Рассматривайте все. Потому что тут именно, знаете, такая может конфигурация быть, что вы слышите новость и думаете, ну все, это вот как бы словно у вас не получится что-то продолжать в прежнем ритме, в прежнем режиме или так, как вы представляли. И вы можете на какой-то момент замереть, да, где-то даже сожалеть. А вам как высшие силы вот эту дают перезагрузку, чтобы вы, ну, знаете, вашу миссию какую-то выполнили. Ну, и это именно будет касаться для кого-то из вас. Я такое допускаю. Вы или кто-то решит из вас, я войду учиться. Кто-то пойдет изучать языки, потому что это интеллект, мои дорогие, туз мечей. Надо какую-то конфигурацию изменить. Невозможно, может быть, это вам уже неожиданно. Вдруг вы понимаете, ко мне приходит именно какая-то возможность. Или я сейчас это пробую, или к этому приступаю, или нет. Я, конечно, не исключаю, что тут и спонтанное какое-то может быть решение. Но, тем не менее, наверное, получится или нет, мы еще не знаем, но попробовать определенно стоит. Так вот, аккуратно, элегантно, все просчитав, да, потому как вот деловая сфера у вас может быть, как ни странно, или решение каких-то задач, пусть они даже касаются личной жизни, но, значит, тем не менее, они либо могут у кого-то упираться в финансы, а у кого-то будет упираться в работу или откуда к вам приходят деньги. То есть все равно какой-то материальный подсмысл, он присутствует. Ну, давайте посмотрим по сферам жизни, что ждет. Вот это да, вот это да, нечего сказать, 2 карты мага. Да, конечно, вы можете тоже, как я уже говорила, с таким великим манипулятором столкнуться, ну так и вы-то сами. Может быть, это контакты с тем человеком, который, знаете, знаковая персона в вашей жизни. И, конечно, это могут быть как и сфера работы, или какие-то контакты, хоть мы смотрим на личную жизнь, может быть, это любимый человек, но непростой такой тоже, он имеет свои какие-то приоритеты, свои планы,
И вам придется договариваться, да, может быть, вы-то себе прописали уже где-то так в сознании определенную картину, а тут у человека меняется что-то, и вы будете думать, ну надо же, тут правда, хочешь или нет, а придется корректировать планы. Тут ведь самое главное не давить своим авторитетом, понимаете? А маг, он всегда действует аккуратно. Если он видит, что дело как уперлось в какую-то стену, он отступает, он не создает себе каких-то ненужных реваншей, мои дорогие, понимаете? А вот это что-то такое непредсказуемое, альтернативное, он все время рассматривает. Потому что понимает, есть две составляющие в нашей жизни, которые мы можем обойти, преодолеть, решить или как-то вот, или даже и отказаться, например, да? То есть ничто не происходит случайно. Но на две сферы мы не влияем или как на две составляющие. Это обстоятельства, никогда не знаем, что там случится завтра. Будем реалистами. Ну и людское мнение– это вторая составляющая, правда? Но тем не менее от этого мы-то не должны страдать, поэтому какие-то аккуратные действия вы можете совершить. Я не могу сказать, что карта хоть на любовь, да? Это карта страсти. Нет, тут какие-то продуманные действия. Я эту страсть не исключаю, потому что туз жезлов все-таки у нас присутствует. Как ни крути, страстная любовь, она может быть. Может быть, и вы будете, кто-то из вас, вот так вот пытаться разграничить. Одно дело– это именно вопросы страсти, любви, чувств, взаимоотношений – но есть какая-то реальность. Итак, давайте посмотрим, что же там на деньги. Праздник после победы. И ведь и правда, смотрите, у вас много четверок. То есть явно как будто ничего не переворачивается с ног на голову. И это уже благо. Но вам это дается, ну вот зачем-то очень важным этот период, мои дорогие любимые рыбы. Праздник после победы есть. А вверху у нас другая четверка. Может быть, для кого-то из вас предупреждение, что деньги у тебя как будто будут. Но ты рискуешь их потратить не туда, а потом будешь сидеть вот так, горевая, 3 пустых кубка. Вот, может быть, напрямую. Будь-ка ты более таким прижимистым, опять же, к первой карте возвращаемся, в тратах. Потому что потом, может быть, на какой-то узкий период, да, вот этой декады, может быть, один день, мы этот импульс имеем, и мы так вот раз действуем, покупаем что-нибудь, а потом сели думать. Сначала купили, а потом думаем, елки-палки, да вообще зачем это надо было? Вот и такое ведь я тоже не исключаю. Поэтому как будто праздник есть, мои дорогие. Но требуется его продолжить, чтобы он не был однодневным. Это факт. Ваши достижения, правда, выбор какой-то есть. С одной стороны, это много выборов. Может быть, это много что вас интересует. Не исключаю. А выбрать-то нужно что-то одно. И тут нам прям мы замечтаемся. Иногда это карта иллюзорного успеха, а вверху туз мечей. Говорит, будь-ка ты рациональным. Тебе придется что-то просчитать. В принципе, я уже об этом сказала. Здесь не совсем в ретро-уран мы к чему-то новому приступаем. Тут хорошо подводить итоги, проводить какой-то баланс правильный. Или все то, что с приставкой переписывать, пересматривать, реорганизовывать. Может быть, и вот кто-то из вас будет реорганизовывать свою жизнь, адаптировать уже к какому-то новому жизненному графику. На что-то вы тут явно хотите решиться. И вы будете просчитывать как и финансовую составляющую, но и в принципе какой-то график, таймлайн, да, вашей жизни. Когда я что буду делать, чтобы мне все успеть. Но тут какая-то многозадачность присутствует. Поэтому, знаете, решиться как будто нужно. Может быть, вот как раз это последняя декада, когда у нас будет, тем не менее, время для того, чтобы подумать. И я должна сказать, раз время такое у нас присутствует, стало быть, знаете, когда мы не порем горячку, а когда мы в спокойной обстановке, вот так как маг, два мага, практически удвоенная энергия, тоже ведь об этом говорят, когда вы что-то для себя очень рационально решите. Скорее всего, так. И у нас декабрь, пару слов скажу. Мы входим вот в последнюю декаду, когда еще в районе 20 или там предыдущие дни, тут мы даже вот эту новость какую-то, да, или вот тема, она уже как будто витает в воздухе, или какая-то заминка, или что-то приходится пересматривать, или вы, люди интуитивно, вы чувствуете, нет, вот тут вот что-то не идет уже, что-то как со скрипом.
Тут явно будет что-то меняться. Но, тем не менее, это вот в предыдущий, потому что планетарные транзиты у нас еще таковы. Но в районе 21-го тут наоборот мы понимаем уже или получаем, кто-то получит документ, или вот какое-то известие, или когда, знаете, даже если у кого-то из вас на кону стоят подготовка документов, или вы куда-то там писали заявление или обращение, и вот потом пауза, да, произошла, может быть, в предыдущий период, то 21-го мы понимаем, что либо мы в теме, либо какой-то вопрос рассматривается, но, может быть, не так быстро. То есть мы получаем какое-то подтверждение или мы слышим какой-то итог. Вот я такое не исключаю. Но под самый финиш, где-то в районе 28 декабря, словно все замерло. Ну, наверное, это не секрет, потому что всегда у нас декабрь, вторая половина, она такая на паузе проходит, потому что много праздников. Это, в принципе, объяснимо. Но, видимо, вам-то этот период дается для того, чтобы вы что-то проанализировали дважды. Потому что у вас что-то важное на кону. И это то, что перед вами открывает совершенно иные какие-то возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я вас хочу поблагодарить за вашу доброту, участие, помощь и за ваши добрые комментарии, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, повторюсь, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Пусть сбываются ваши мечты. И маленькие, и большие. С Новым годом вас, мои дорогие!